В сериале «Великолепный век» есть один момент, который показывает, что Шахзаде Баязид попал в плен к персидскому шаху. Как же мог сын самого могущественного султана Османской империи оказаться так далеко от родного дома, да еще и в плену? Началось все еще в юности Шахзаде. Баязид был четвертым сыном султана Сулеймана и Хюррем Султан, поэтому он вряд ли мог рассчитывать на то, что однажды трон падишаха станет его. Баязиду постоянно приходилось изобретать различные способы, чтобы обратить на себя внимание своих родителей. Султан был слишком занят управлением страной, а Хюррем дня не могла прожить без интриг и заговоров. Главной ее целью было сохранить любовь Сулеймана, а не заботиться о каком-то четвертом сыне. Тем более, что старший сын Хюррем Мехмед был любимчиком султана и его хасики. Все свое свободное время они посвящали ему. Он был их надеждой и опорой. Именно его Сулейман хотел видеть преемником трона в обход своего старшего сына от Махидевран Султан Мустафы. Поэтому Баязид чувствовал себя обделенным в родительской любви и всеми способами пытался привлечь их внимание. Все его проделки и выходки были направлены именно на это. Будучи практически с рождения одиноким, Баязид быстро научился рассчитывать только на себя. Поэтому его очень тянуло к Мустафе, с которым они были очень похожи. Оба образованные, умеющие вызывать любовь и уважение в народе и среди янычар. Но у Баязида был очень непростой характер, вспыльчивый и импульсивный. Именно это и привело в дальнейшем к печальным последствиям. После того, как Сулейман заподозрил Мустафу в попытке свергнуть его с престола и отдал приказ убить своего старшего сына, Баязид снова остался совсем один. После того, как умер Мехмед, все внимание родителей переключилось на Селима. Селим обладал покладистым характером и во всем прислушивался к родителям. Поэтому Сулейман решил, что он более достойный кандидат на трон султана. Сулейман накануне больше всего опасался, что другой его сын не станет дожидаться его смерти, чтобы занять его место. А с Селимом таких проблем не должно было возникнуть. При распределении сыновей по провинциям Селима отправили в Конью, которая находилась ближе к столице, чем провинция, где находился Баязид. Это давало больше шансов Селиму успеть первым в Стамбул в случае преждевременной кончины султана. Это, конечно же, не понравилось Баязиду. В своем стремлении завоевать любовь родителей он пошел на крайние меры. Один приближенный из свиты султана был наставником обоих Шахзаде. Тот заранее решил занять сторону Селима и пытался подтолкнуть Баязида к роковой ошибке. Поскольку характер у Баязида был крайне вспыльчивый, то долго уговаривать его не пришлось. Лала Мустафа Паша стал подговаривать Баязида к тому, чтобы ослабить позиции Селима. Подстрекаемым своим советником Баязид собрал войско из верных ему янычар, что ранее поддерживали Шахзаде Мустафу. Вместе с ними они выступили против своего брата. Чего хотел этим добиться Баязид, не слишком понятно, но результат получился прямо противоположный. Султан Сулейман узнал об этом и пришел в ярость, и воспринял решение Баязида свергнуть своего брата как попытку занять трон султана. Он направил свое личное войско в помощь Селиму. Против двух армий Баязид оказался бессилен и проиграл. Зная, что султан в ярости, Баязид со всей своей семьей бежал в Персию. Османская империя давно была в состоянии войны с Персией, и Баязид надеялся, что там он будет в безопасности. Шах Персии Тахмасп со всем радушием принял беглого Шахзаде у себя. Однако это было лишь прикрытие для гнусных планов шаха. И действительно, если бы Баязид не был настолько вспыльчив и опрометчив, он бы задумался о причине, по которой шах согласился укрыть у себя беглецов. Но Баязид слишком переживал по поводу отцовского гнева и не обратил на это внимания. Ведь, несмотря на все свои ошибки, он все равно любил Сулеймана и восхищался им. Усыпив бдительность Баязида показанным радушием, шах Тахмасп для начала все войско, пришедшее с молодым Шахзаде, разбил на небольшие формирования, дабы было их легче контролировать. Баязиду же он сказал, что это необходимо для того, чтобы с большим комфортом их устроить. Тахмасп был обеспокоен тем, что войско Баязида состояло из янычар, которые лучше всего умели воевать. А поскольку врагов у шаха всегда хватало, он переживал, что Баязид
Баязид захочет воспользоваться ситуацией и привлечь себе сторонников среди врагов Тахмаспа, чтобы занять его место на троне Персии. Шах даже предложил выдать одну из своих дочерей замуж за сына Баязида, дабы укрепить их будущий союз, обещал свою поддержку войсками и провиантом в случае войны с Сулейманом. Позднее, когда Баязид уже поверил в свою безопасность, Шахзаде стал писать письма отцу, умоляя того о прощении. Но Сулейман был непреклонен и не собирался прощать сына, а Шах Тахмасп воспользовался тем, что Баязид начал ему доверять, и во время одного из ужинов отдал приказ, и Баязида со всей его семьей бросили в темницу. Там они просидели много месяцев. Сулейман узнал об этом, был взбешен. Сын правителя Османской империи находился в плену у давнего врага османов. Попытавшись выкупить его, султан получал отказ за отказом. Рассвирепев, Сулейман ответил шаху, что в случае, если тот не вернет его сына, Персия будет стерта с лица земли османской армии. Только после этого шах пошел на уступки. Он все-таки согласился выдать семью Шахзаде и его самого, но за очень большие деньги. Селим даже вложил личные золотые от себя к сумме, предложенной Сулейману, и Баязида согласились отпустить. Но не за тем, чтобы помиловать и вернуть его домой, Сулейман так и не простил своего сына. По его приказу Баязида и всех его сыновей казнили в Персии. Даже самого младшего сына Баязида, который находился в империи, но далеко от столицы, постигла та же участь. Тех же янычар, которых Тахмасп специально разделил на небольшие группы, персы без особого труда убили, пользуясь своим численным превосходством. Сулейман был настолько зол на своего сына, что даже запретил привезти их тела после смерти Стамбул. Их похоронили в самом удаленном месте Османской империи, подальше от столицы. Вот так в 1561 году был лишен жизни еще один сын Сулеймана.